Сегодня я расскажу о клавиатуре, которой я попользовался уже на протяжении 2 недель и остался ей доволен. И это QK60 первой ревизии на бипках. Так почему все-таки 60%, а не какой-нибудь другой формат? Все довольно просто. В последнее время мне нравятся 60% клавиатуры в вариантах WinKeyless и Хихикабучки, так как эти клавиатуры крайне симметричны, что создает определенное эстетическое удовольствие. Если вы думаете, А где клавиатура без вин? боюсь вас расстроить, вин можно назначить на какой-нибудь правый альт и не чувствовать в этом никакой проблемы. Ну и примерно такая же история произошла с отсутствием стрелочек, а именно я был уверен, что без стрелочек буду ощущать себя не очень хорошо. Но на деле я подсмотрел расположение стрелок на хихикабучке и привык к этому буквально за 10 минут использования. Поэтому, увы, 65% форматы для меня становятся попросту бесполезными. И симметрии жертвуешь, и в целом физические стрелочки мне больше не нужны. Как вы, наверное, знаете, у клавиатуры было целых 3 раунда. В моем случае это первый, где Trimod PCB имеет безальтернативный лейаут, однако, на мой взгляд, самый правильный. Хотя я поначалу и жаловался на то, что Backspace сплит, но крайне быстро к этому привык и уже не чувствую никакой зажатости в этом. Поэтому я даже рад, что мне зашло такое изменение. Всем рекомендую попробовать перебиндить стрелочки и поставить сплит Backspace, если такая возможность присутствует на вашей клавиатуре. Если у вас нет сплит Backspace, то поплачьте об этом. Состояние у нее, конечно, сложно назвать идеальным, есть парочку небольших коцок, да и комплект далеко не полный. Мы вам ничего не покажем. Донгл остался в компике у предыдущего владельца. Кабеля в комплекте не было, как и запасных винтов. В общем, это далеко не комплект QK65, который был у меня ранее. У PCB есть фликскаты, которые были предусмотрительно проклеены предыдущим владельцем, за что ему спасибо. И да, это беспроводная версия, как я говорил ранее, которая имеет на борту не VIA для настройки, а собственный софт QK, который по сути тот же VIA, но более ущербный. Возможности разогнать герцовку до 1000 я не нашел. Маунт на этой клавиатуре Isolation с силиконовыми носочками и бипками. На задней части клавиатуры находится вес, который во втором и третьем раунде имеют приятный логотип, но в моем случае это более лаконичный вариант. Просто кусок алюминия с якотом. Приятный боттом черного цвета с анодированием, белый яко отвес и топ. Безусловно красиво, но несколько ограничивает выбор кейкапов. Однако есть представление, как это может выглядеть с вобами, что приведет клавиатуру к серьезному виду и, на мой взгляд, напоминающим пианино. Ну и алюплейт, который хоть и не в цвет боттому, но все же красиво выглядывает между кейкапов. Вес клавиатуры составляет 1450 грамм в сборе с аккумулятором, что в целом прилично. Винты прячутся сверху, поэтому вам не понадобится переворачивать клавиатуру для ее разборки. После снятия топа и сэндвича с платой мы видим аккуратный отсек с аккумулятором и датабордом, который закреплен на грани. Клавиатура очень проста по своему внутреннему устройству, и мне это нравится. Нету 10 тысяч видов маунта в одной клавиатуре. Спасибо. Когда я выбирал клавиатуру на обзор, я не сильно сковывал себя рамками 60% формата и рассматривал самые разнообразные варианты в бюджете примерно 16 тысяч за кит, с небольшой оговоркой, что из этой клавиатуры должна быть возможность убрать шумоизоляцию, так как мне хотелось собрать не токи попи клаки, как там, у молодежи модно. Из вариантов были Cycle 7, Neo 70 и QK 60. Изначально я попробовал Cycle 7, который был у моего друга. Вы могли видеть эту клавиатуру в видео про VS Jade. Cycle хорошая клавиатура, которая, как видите, у меня уже на столе, хоть это не WinKeyless версия, но все же мне нравится. Очень хорош с точки зрения обработки корпуса, быстроразборной конструкции, да и в плане звука крайне радует. В общем, клавиатура классная, но поподробнее о ней узнаете в следующем видео. Neo был неплохим вариантом с точки зрения попробовать очко Mount и возможностью сборки его плейтлесс. Но информация о не лучшем покрытии и обработке этих клавиатур несколько меня отпугнула. Хотя я и не был уверен, насколько она была точна и достоверна. Кстати, тут доставка от негатива пришла.
По итогу я принял решение собирать клавиатуру, отталкиваясь от тайпинга, который я увидел, и примерно повторить звук, который мне нравится. Разумеется, все помним о том, что тайпинги это не объективно, я лишь хотел найти клавиатуру, приближенную по звуку к UK60R2 от Aeha Types. Он собрал QK60 на непритертых Cherry MX Black. Так, думаю, на этом моменте нужно пояснить. Cherry MX Black не отличаются невероятной гладкостью, из-за чего не только создают ощущение скретча, но и дают этот специфичный звук. По этой причине их притирают, чтобы получить более плавный свич и исправить шуршащую часть данных многоуважаемых переключателей. Можно провести аналогию с лапшой быстрого приготовления и махинациями с MX Black. Если вы просто закинете лапшу в кипяток без специй, то вы получите просто вареную пресную лапшу. Это не особо вкусно. Добавив к лапше специи, травы, вареное яйцо, ну и, допустим, креветки, вы получаете полноценное блюдо, которое будет действительно вкусным и сытным. Также и с MX Black, который просто помазать недостаточно, а именно смазанные, с проложенными фильмами, замененными пружинами, ну и по возможности притертыми, или на колыматурном сленге брейкнутыми. Это будет по-настоящему вкусно. Но помним, что в списке смертных грехов пожирания говна нету. А именно поэтому мне нравятся непритертые MX Black. Ранее я собирал Paint 27, на которую я воткнул какие-то MX Black, которые были ужарены после пайки. Так еще и были с полностью пересохшей смазкой. Ну и в целом были просто омерзительны, поэтому у меня на этот момент сложилось мнение, что эти переключатели отвратительны. С фильмами и другими пружинами получаются самые настоящие шушунчики, и я понимаю, что кому-то это может не понравиться, но я лично получил огромное удовольствие от них. И уже сейчас понимаю, что мне больше подают обычные блэки, так как они будут уже не шушунчиками, а самыми настоящими шушунами. По итогу у меня уже 2 пака Hypergnit, а у других вы узнаете в ролике про Cycle 7, так что тыкайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Да, мои клавиатурные вкусы меняются в очень странном направлении. Стабилизаторы на модах это овлабы, а пробел дурак, так как стоковый очень неприятно шумел, громыхал, не знаю. Кикапы Armor Suit Volume 1, которые были уже в QK65 ролике, но они у меня остались, они подошли по цвету, мне нравятся. Тайпингов будет много, а именно фомлы с шушунчиками и стойкой под пробелом, и без нее full фом с шушунчиками и еще 2 тайпинга, без фома и с ним, на Текси Бучи, пародии Заку. В целом, без шумоизоляции клавиатура звучит крайне приятно, что не может не радовать, с учетом ее ценника на вторичке. Я ее купил за 12 тысяч. Возможно, мне бы хотелось попробовать карбоновый плейт, но, к сожалению, такой найти не удалось. Чертежей плейта нету, поэтому купить можно только на сайтах вендоров. А это, знаете ли, встанет в половину стоимости клавиатуры.
А если вам есть что сказать про нее, напишите об этом в комментариях. Ну и подпишитесь, чтобы не пропустить видео на Cyclosm, которое будет очень скоро.